Ребята, всех приветствую. Сегодня необычный выпуск. Я не знаю, наверное, планеты в космосе выстроились так, и iAtlas 3, пролетая мимо, поставил ударение. Чего только нельзя найти в лесах бывшей Восточной Пруссии. Сейчас вы поймете, о чем я. Батюшки мои, друзья! Кого я вижу? Гельмут, приветствуем тебя! Всем привет подписчикам Пашиным. Привет всем, ребята! Мы сегодня отправляемся. Идем в дальнюю точку. Переход не ближний, переезд тоже. Тимур, поведай, куда мы идем. А мы идем на интересный хутор. С интересными находками и практически не битый. Перспективы у нас хорошие. Лес очень интересный, да. На лес Ленинградского фронта он точно не похож. Ни сосны, ни ели, ни березы. Совсем другая история. Совсем другая история. А что нас ждет впереди? Конечно же, вы все это увидите. Приятного просмотра. Поехали. Вечером Павел с Гельмутом сидят на пне, ревут такие. Мы ждали, кто нас заведет. Мы заблудились, блин. Как говорится, переправа, мужики. Берег левый, берег правый. Это самое главное. Ну не поминайте лихом. С Богом! Дорога не ближняя у нас сегодня, ребят. Друзья, птицы поют. Снег растаял и весной пахнет. Слушай, весна в декабре, обалдеть, птицы заливаются. В ленинградских лесах такого нет, Гельмут. Парни звонили там в сугробы сейчас по колено. Сегодня у нас какое декабря-то? 4-е? 4-е, да. О, класс. Просто. Сейчас еще почки набухающие увидим. Вчера я видел. До хутора. Тимур хочет рассказать предысторию небольшую. Ну что, предыстория. Подошли, кто-то копал. Машинка печатная, куски. Значит, канцелярия какая-то была, опорник. Начал копать. Пряжечка, очечки. Ну, то есть пошла интересщина. Так что будем копать. Что-то Перспектива есть, Тимур, есть, правильно 100%, говорю? конечно. Здесь 100% есть. Хламец, короче, всякий. Смотрите, кованые какие. Фонари какие-то. Что это было? Вон, видишь, смотри. Фонари от лампы вверх этот. Ага. Крышка от котелка. Вон. Угу. Фост! Шрот! Противогазные дела. Пошел по склону. Цветной сигнал. Опа. И, смотрите, крышка от фляжки, наверное. Сейчас почистим ее. Чуть не пойму. Советская, что ли? С рисочками здесь.
Ребята, уже кайфанул. Склоны приносят свои плоды. Причем, видите, вот почти что наверху я хожу. Катится все. Вот дерево, смотрите. Вот сигнал. Ребята, ти-ти-ти-тинь. Жетон. Набитый. Ай, давайте посмотреть, что там будет. Ой, какой кайф. Не передать. Сейчас почищу и посмотрим. А специалисты сразу пишите расшифровочку, друзья. Буду признателен. Склон дает перспективу, друзья. ФРВ 2333. Хик, что ли? Комп. Даже не знаю, что такое. Но надо чистить хорошо. Зачет, друзья. Находка порадовала уже. Многообещающий сигнал. Сонери. Ревейл. Entertainment. Не знаю, что это такое, ребят. Наверное, от телефона. Батюшки мои, потом и зашелся, друзья. Пойду водички попью. Рюкзак оставил наверху. И заодно посмотрим, как там дела у комрадов обстоят. У Тимура и Гельмута. Буду хвостовство делать. Сразу с профессиональной идентификацией. Ну как у вас потихоньку движется? Мы роемся, да. Нам весело. В декабре вообще все весело. Ну что там? Ух ты, какой ты красавец. Прям наверху, короче, вот. О, письмо из прошлого, прикинь. Вообще жесть Сейчас какая-то. почистим. Класс, класс, класс. Сейчас я беру самые бархатные корсеточки и пошла массовка. Специальные, это ж не простые, да, Гельмут? Да, намоленные. А где такие берут вообще? А это мне с Первушный, Японии первушный подписчик привозил, с Сахалина парень. Не первушный. Круто. Не первушный, Номер кучерявый какой-то. Да, слушай, весь. И вот сверху тоже тут про любовь. Он весь прям картина маслом. Вот это и есть письмо из прошлого. Вот сейчас пальцем протру. Сверху что у нас? ФИВ. ФИВ. ФРВ, по-моему. Ф. Возможно, да. ФРВ 2333. Сейчас возьму вот такую еще бархатку. Это вообще японская. Это вообще бархатка прям. Вот смотри, как она Работает. письмо достает из пелены 80 лет. ФРВ. ФРВ 2333. Подожди. Р Слушай, или здесь бэк? Бак. Бак это пекари, что ли, или нет? Бёкер. Да, пекер. Слово пекарь от немецкого бёкер. Ага. Рота пекарей. Прикинь. Да, такой телепузик парень был, откормленный солдат. Плотный, да, такой? Да, слушай, класс. Надо в роту пекарей попадать, когда Ну в армию. да. Это неплохо, слушай. Как у Христа за Да, пазухой. вообще. Класс. Есть предположение, Гельмут озвучил. Вот. ФРВ. Фрайвиллиге, но это вряд ли. Надо посмотреть таблицу. Угу. Бёкер, компания. Рота пекарей. Чувак устроился просто красава. Не промах он был. Да, да. Что тут, Тимурыч? Горельщина идет. Горель, о. Мелочевочка, да, всякая? Да. Китель подмывает, блин. Вот трое. О, пуговица большая, кстати. Это скепи, что ли, или нет? Да нет, это скорее всего нарукавная. Смотри, большая, блин. Ну, китель, видишь? Это прошлый раз... А, это что Нет, такое? сегодня. Сегодняшняя, да? 500 марок. Хлобысь просто. Чудеса. Вот это ты думал, наверное, сначала обрадовался или нет вот этой? Подкова? Не, почему? Я видел же ее. Да. Она же в этот... Зацепчик, смотрю. А чего это зацеп, Тимур? Блин, без понятия. Это, наверное, какой-нибудь оружейный.
Вот китель. Такой мощный. Китель я уже отснял. Это интересно. А у меня пуговица кителевая. О, На клеймах, наверное, вся. Да, слушай, я собрал 40 клейм. У меня коллекция есть из 40 клейм. Вот она. Видишь? Цинковая. Цинковая. Слушай, она что-то какая-то со смещенным Она ухом. какая-то со смещенным центром, да. Вот она, классическая. Но вот, вот меня, видишь, Ага. поставил Тимур. Сказал, хватит бегать, как лох. Копай, как труженик. И я выкопал пуговицу. Ну, блин. тоже хорошо. Говорит, Павел, ты пуговицы собираешь? Я говорю, да нет. А он говорит, Да. совсем зря. А я, видишь, их на ключи вешаю. Они потом шлифуются в кармане. Нифига себе. Да, и вот, Хитро. вот такие вот получаются. Такие брелочки получаются. да. Сувениры. Работаем дальше, ребят. Дело лосиные следы встречаются. Не нарваться бы на него. Парни на фундаменте. Я вокруг на оттяжечке. Из глубины такой кусок выкапываю. Алюминий или цинк. Ну, тут вон шильда есть. Сейчас я ее помою. Благо ручей рядом. И почитаем с вами, что там пишут. Ну, от какого-то движка, походу. Какой-то крест с шестеренкой. Тут номера набиты. Гамбург. Какая-то фабрика. Как-то так. Идем. Вот подошел к парням. Ну что тут? Смотрите. Указатель, пожалуйста. Довольно-таки интересная вещь. Регулировали, да, они тут, получается, движ. Противогаз. Трубы, краны, короче. Короче, находки пруд. вот не латунью, да, по идее? На чернь похоже. Или чугуняка, наверное. Гуляка, да. Так, ребят, смотрите. Пошла расшифровка. Никакой это вовсе не Гамбург, то, что я говорил. Да, это у нас получается Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Общество с ограниченной ответственностью. Мгм. А это дорейховская тема получается. А в Рейхе уже сделали ДРГМ. Deutsches Reichs Gebrauchsmuster. Образец товара. Вот, поэтому можно предположить, что здесь год будет довоенный. Ну, что-то какой-то Да, агрегат какой-то. Хорошее письмо из прошлого. Давай мы его позже почистим, вернемся к нашим корщеткам. Они у нас там метров 200. Может, что и прояснится. Да, еще. да, это хорошее письмо из прошлого. Приятное, видишь, Верк, завод. Какая-то эмблема, тут типа крест с шестеренкой какой-то. Да, ну вот какой-то, вот давай, вот, не знаю, как у меня с маникюром, не очень я всегда этим хвастался, но вот смотри. Ну, чистит нормально. Да. Volkswagen Werk. О, Вот вам 5 секунд. делов. пожалуйста, народный автомобиль. Да, Volkswagen. Так что почистим, потом доснимем. Интересная тема. Это вот письмо из прошлого. Сначала Это поинтереснее, чем многое жетон чего. даже. Ну, как бы. Опа, Вот это große Spaten. это Хайлигенбайль полный. Да. копали, видишь? Хорошая лопата. Заварить, заворонить и на полочку. Да, Я знаю да. одного персонажа на ютубе, он так говорит. Ну вот дочистили вот эту вот шильду. Видите, Volkswagen. А все-таки вот тут в центре креста-то фольксвагеновский значок. Да, да, Volkswagen Werk завод. Угу. Типа 38-й год. Мгм. Возможно, партия 356-я. Какой-то агрегат был, судя по всему. Что-то было интересное. Что-то было, да. Лошадиная тема пошла. Куда ж без нее? Жалко, не цветная. Как она правильно называлась, не знаю. В болотинку зашел, сейчас под деревом звенело. И выпадает, вот это вот, я уже знаю, это от сепаратора.
латунная запчасть. С ней же лежала вот такая вот, смотрите, острая какая-то, блин, шпилька. Я не знаю, может, когда коров доили, у них там вымя засыхало и прокалывали, чтобы молоко лучше шло. Потому что вот здесь вот сразу для замешивания молока, для перемешивания, видите, ну это от сепаратора, наверное, тоже запчасть. Пекари, короче, молочники покушать тут любили, я все понял. Тоже пуговка попалась. Зимний вариант, видите, в окрасе. От телеги. Минус спина, короче, с этой находкой. Видите, даже дерево сохранилось. Крюк. Ну что, друзья, я постирался. Пойду до парней доберусь и будем выходить уже. Уже смеркаться начинает. Дни короткие совсем. Идет движение по топору сразу же. Тут Тимур, видишь, какой топор поднял? Вот тут чуть-чуть подварить. Клеймо, конечно, вот с левой стороны всегда, на левой скуле. Блин, здесь сохран, смотри какой. Вот бы клеймо сейчас было здесь, вообще обалдеть. Но, к сожалению, оно вот здесь. Ну, может, что-нибудь там проявится. Крепко источенный, он же вот такой был, прямой. Крепко источенный, следы бытования так называемые. Ну, смотри, его насадить. Надо открывать мастерскую, я буду их насаживать. И потом за доллары продавать, да? Гельмут, а ты можешь сказать, пожалуйста, как правильно Дед Хабар у нас называется? Эркёник, король леса. Вот так вот. Да. Вот он нас сегодня сюда и направил. И нам весело. Кайфуем. Да, вообще обалдеть. Как еще раз? Эркёник. Эрлькёниг. 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 Я, кстати, на острове нашел. Ты, кстати, чуть-чуть напоминаешь мне его. Да, Да, я на острове нашел Эркёниковская. прямбор, это вот такой бородатый дядька, голова. Он, видно, отвалился от этого, от горшка или от чего-то. Прикольно, я его оставил тоже. Обязательно подписывайтесь, кто еще не подписался. Ставьте пальцы вверх, пишите комменты. Кто желает поддержать, описание подскажет, как это сделать. У кого проблемы с YouTube, заходите на Дзен. Всего доброго, друзья. Мира, здоровья и добра. Всем пока.